Сейчас будет дополнение к эксперименту, в котором будет повествоваться о том, как мы слегка подобосрались. Она не шкурится. Очень трудно. Вообще нереально трудно идет. Не шкурится. Не хотит. Очень плотная. И еще оставляет... Вот видно. Вот. Такую задирочку. То есть она немножко разнородная. С древесиной вообще. Она приклеилась массой. Она очень крепкая. Она сидит. Но вот есть такие чешуечки какие-то вот остаются. Мне не нравятся эти чешуйки. Раз. А во-вторых, она очень трудно обрабатывается. Не делайте так этой шпаклевкой. С другой стороны, можно так и делать. Можно делать, потому что мы нашли способ, как вот победить ее. Мы шкурим по-мокрому. То есть смачиваем. Вот кусочек видно, как оно зашкурено. Так, гладенько. Классно. То есть смачиваем и мокрой наждачкой трем. Вот так получается. Вот так. Гладко все, никаких там шелушаний, ничего. Он все плотно сидит в древесине. Вообще круто. После этого, как мы вот сейчас делаем, мы еще кое-что доберем. Вот, эта дверь еще не готова. Мы еще доберем кое-где там. Вот скол такой, например. Мы еще доберем вот этой шпаклевкой, но теперь более аккуратно, чтобы меньше потом возиться и меньше лить воду сюда. Доберем чуть-чуть. И еще раз вышкурим. И потом будем работать обычной. Покажи, как это. Вот обычно будем такой шпаклевкой тексовской делать дальше. Она на таких частях будет держаться хорошо. Возможно, так можно идти до конца, в принципе. Можно не использовать вот ту тексовскую, но она легче обрабатывается. И вот для того, чтобы скрыть какие-то вот такие вот вообще микро, что-то такое вот такое какое-то. Вот мне кажется, лучше ее все-таки тексовскую использовать. Она проще убирается. То есть убрал и потом чуть шкурочкой и все. Такие вот вещи. А тут придется мазнуть вот этим клеем именно ПВА. Он еще усаживается как-то. Все-таки он лучше именно для соединения каких-то подвижных частей там. И вот таких вот мест. Сначала уголочек возьмем. Покажу угол и покажу плоскость. Так. Чутка много смочил. Чуть смочили наждачку. Вот. Сейчас поставлю чуть камеру. Вот так вот. Кисть полусухой снимаем все лишнее. Загибаем уголочком и шкурим. Идет. Я, кстати, проверил, опять же, я все время перескакиваю, у меня нету срежиссированного какого-то чего-то написанного. Но я подумал и вспомнил. Я проверил, как она держится. Вот, или я уже рассказывал, не помню. Я проверил, как она держится на клею. Вот. То есть я специально мазнул эту тексовскую на клей. Супер. Отлично держится. То есть даже если у нас попал клей сюда, куда-то там, древесину, она держится прекрасно. Вот. Я вот ножом пробовал, ножом срезается. Можно попробовать циклей. Вот так вот ковырится, она мягче намного. Но она держится, она не отщелкивается. Нет. То есть, даже если мы сейчас обрабатываем, у нас там клей остается вот здесь, будет промазано чуть-чуть, да, тут такое как бы грунтование клеем произойдет, то тексовская сверху нормально будет сидеть. В принципе, то, что нам нужно. Уголки самое сложное в работе. Но промазать их надо как раз вот, как по мне, лучше вот именно вот этой смесью. ПВА, мел, опилочки. Вот как-то так. Вот угол. Фактически доделал его. Сложно. Во-первых, она не очень-то поддается даже в мокром состоянии. Вот здесь можно. Вот видите, шкурится. Сухая? Нет. Сухая сидит. Как тварь там вообще. Вот. И все. И такой полусухой вот так почистил. Полусухой кистью убрал. Смочил. Много. Очень много. Может разбухнуть. Боюсь, чтобы не разбухло. И вот так. Номер 80. Стоит наждачка. Стоит в руках. Без нажима. Вообще без нажима. Вот так. Ага.
Все сделано. Так, сделано. Теперь мягкую циклю и раз. И подшпаклевываем еще ею кое-что. Вот этой жижей. Это же клей. Это клей. Вот он, мелочь. О, забивает. Оп, и забил кое-что. Все. И скинул это все. Вот без необходимости даже можно кистью не делать. Вот тут сделаю. Тут чисто. И вот здесь клей убрал. Во. Все. Вот и готово. Да, сейчас подсохнет. И замечательно. Гладенько. Классно. И вот так вот будет. Как здесь. Когда высохнет. Вот такая обработка. Можно, в принципе, и так идти до конца, без этой тексовской. Но нам в целях экономии времени мы будем пользоваться ею. В принципе, можно и так. Мазать, по мокрому шкурить. Вот. Мазать, по мокрому шкурить.